Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня у нас на повестке дня итоги празднования годовщины битвы за Суперземлю с раздачей памятной награды, анонс будущего меха-костюма и прочих бесплатных трофеев за выполнение главных приказов, а также другие наиболее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. Релиз долгожданного обновления от 29 мая с вводом апскейлинга получился весьма провальным. Множество адских десантников столкнулось с различного рода артефактами при включении новых функций, начиная с пикселизации и повсеместного появления режущих глаз лесенок на текстурах, включения режима рождественской атмосферы на эсминце и заканчивая полнейшим месивом на экране вместо изображения. Команда разработчиков со своей стороны уже отреагировала на полученный первый фидбэк и признала наличие проблем. По словам комьюнити-менеджера Митчемуса, работа над исправлением уже ведется. Если вы столкнулись с любым подобным техническим сбоем или просто хотите оставить свой отзыв на это обновление, сообщите об этом в официальную службу поддержки Arrowhead. Гражданин Алекс Болл, который является продакшн-директором студии, также написал следующее сообщение на эту тему. Прежде всего, мы работаем над несколькими исправлениями, которые скоро выйдут. Этот патч тестовый, чтобы проверить, насколько хорошо работают улучшения технической части. Как вы понимаете, нам предстоит сделать еще очень многое, не буду раскрывать всех деталей, но скоро мы подробнее расскажем о проделанной работе. Кроме того, во время своей недавней поездки в Китай разработчики записали небольшое интервью в рамках рубрики «Демократическая беседа». Вопрос о вводе кастомизации или настройки стратегем и вторичного вооружения один из разработчиков прокомментировал так. Я точно знаю, Матиас, что твоя команда трудится над такими крутыми проектами. Сейчас для нас в разработке большой акцент делается на добавление в игру более интересных систем, которые могут придать ей глубину, и мы рассматриваем всевозможные аспекты, которые могли бы добавить игрокам больше возможностей для исследования и прогресса. Я имею в виду, что эти две категории определенно рассматриваются. Мы изучаем множество разных вещей. Более понятный ответ с конкретным намеком на новый меха-костюм касается бесплатных наград за выполнение главных приказов. У меня очень короткий ответ. Да. А еще есть много других интересных и крутых вещей, которые игроки смогут заработать совершенно бесплатно. Вы указываете на одну интересную вещь, посмотрим. Уверен, впереди нас ждет еще много классного бесплатного контента. Помимо этого, в ближайшем будущем можно ждать обновления режима обучения, так как разработчики в данный момент над этим активно работают. Это то, над чем мы сейчас работаем, и это больше, чем обучение. Это то, что мы называем первым пользовательским опытом. Мы хотим это улучшить, развить и сделать так, чтобы больше новых игроков увлеклись игрой. Так что да, именно над этим мы сейчас работаем. Обновлен ответ касательно наличия одновременно двух разных фракций в рамках одного биома. Ранее Arrowheadовцы твердо отрицали такую возможность из-за технических ограничений. Однако сейчас мнение на этот счет звучит так. Смотрите, сам факт, что мы не говорим «нет», уже о многом говорит, потому что если бы это был однозначный ответ, мы бы точно сказали «нет». Я думаю, впереди много классных вещей, которые произойдут с разными элементами. Будь то планеты, на которые вы отправляетесь, места, где вы сражаетесь, и, конечно, те, кто присоединится, чтобы помочь. Это хороший ответ. Тем временем, величайшее празднование годовщины битвы за Суперземлю завершилось нашей очередной победой. Мы триумфально прошлись катком свободы и демократии по фронту иллюминатов, почти в память павших героев, и успешно освободили даже больше ранее захваченных врагом планет, чем было нужно. В награду за нашу самоотверженность и преданность Федерации по уже сложившейся традиции посылки с памятным подарком
там внутри были отправлены всем хеллдайверам. Успех данной операции также позволил выделить необходимые средства и ресурсы, чтобы начать озеленение и полноценное восстановление одной из пострадавших от щупалец иллюминатов планет, а именно Новой Гавани. Попытка вторжения фиолетовых на Рирга-Бэй также закончилась для нас победой. Все незаконно возведенные иллюминатами экзошпили были уничтожены, что позволило сдержать дальнейшее распространение загадочной бездны. Однако очередного поражения ксеносам было мало, и сегодня они снова с той же целью пытаются захватить Гидробиус. Высшее командование отреагировало немедленным запуском новой 7-дневной кампании срочного освобождения. На другой, рядом стоящей планете Сенджи-23 также зафиксирована аномальная активность экзобури первого класса. На фронте терминидов в ходе неудачной обороны мы потеряли планету Гатрия. Легион киборгов тоже дал о себе знать. Киберстанские полуфабрикаты и их сервоприводные отродья никак не могут оставить в покое магмовые планеты. Как сообщает высшее командование, их намерения пока неизвестны, однако не исключена их попытка нарастить темпы строительства мегафабрик. Нельзя допустить подобного сценария. Мы должны любой ценой защитить важные месторождения полезных ископаемых. Даже несмотря на то, что Легион начал действовать сразу наверняка и одновременно атаковал 2 планеты, благодаря нашему преимуществу в мегаполисах мы сможем отстоять оба нападения на Хипессу и Варилию. На этом мы завершаем с главными новостями за прошедшие дни и переходим к обзору актуального личного приказа на ближайшее время и постоянной рубрике комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки: разобрать на металлолом 100 обычных кавалеристов-автоматонов. Настало время рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает ее на сегодня сообщение от DK. У меня после этого патча FPS упал примерно на 20% и начались жуткие просадки во время взрывов. Нормально играть теперь нереально. Как я долго ждал этот патч, а в итоге шляпа получилась. Как выразился продакшн-директор Arrowhead, этот патч тестовый, и разработчики выпустят необходимые доработки с фиксами апскейлинга. Далее по списку Сергей. Было бы прикольно, если бы добавили шагоход, как из фильма «Война миров», и сделали из этого отдельную операцию по его уничтожению, по типу «Уничтожить иерарха». Отсылка на подобные корабли пришельцев существует с декабря 2024 года в виде жнецов-триподов, иллюминатов. И последний на сегодня комментарий оставил OpsExe. Надеюсь, новый варбонд по Вахе подвяжут к сюжету с кальмарами и их бездной. А-ля вот вам Ваха, варбонд, варп в другой обертке и Кадия в виде рандомной планеты. Будет мега-вайп. В тексте анонса этого сотрудничества напрямую упомянута галактическая война, так что подобная интеграция в сюжетку вполне возможна. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.